Всем большой привет и добро пожаловать на это небольшое демо. Вообще я работаю фронтенд-разработчиком, как я уже рассказывала, и каждый раз, когда мой проект какой-то подходит к концу, мы проводим такие небольшие демо перед другими коллегами и рассказываем о том, какие новые фичи, новые функции были добавлены в проект, что изменилось, как теперь этим пользоваться. Поэтому я решила, что это неплохой будет такой опыт и рассказывать вам о том, что сейчас умеет Seven Gens и что в планах, что внедряется, что убирается. Итак, мы вместе с вами сможем развивать Seven Gens. Итак, зайдем на сайт sevengens.me, можно также sevengens.ru и зарегистрируемся. Сразу скажу, что на вкладке «Войти» есть кнопка «Войти с помощью Google», но первый раз зарегистрироваться нужно будет вручную, потому что мне очень важно, чтобы поставили галочку на политику конфиденциальности и пользовательское соглашение, чтобы вы приняли их, и поэтому первый вход, первая регистрация должна быть обязательно через вкладочку «Зарегистрироваться». Давайте сразу придумаем ID. Это должен быть какой-то небольшой ID, который будет использоваться затем в адресной строке для доступа к вашему профилю. Пусть это будет у меня Даша, у меня есть уже, пусть будет Дашка. И назовем имя, фамилия и e-mail, да? Так, и пароль. У пароля единственное ограничение, что не меньше 6 символов. Все, ставлю галочку эту важную и нажимаю кнопку «Зарегистрироваться». Сейчас мы войдем сразу в личный кабинет. И первое, что мы видим, это страничка деревьев, на которой сказано, что у нас пока их нет. Также снизу и сверху есть небольшие меню. Внизу это у нас все вот эти важные документы, а также информация о контактах, по которым со мной можно связаться, и информация о тарифах, а также ссылочка на мою электронную почту, на которую вы можете писать любые ваши пожелания, запросы, предложения, замечания и так далее. Вот. Давайте сразу перейдем на вкладку сверху «Исследования», и я покажу, что здесь есть. Сюда я буду добавлять то, что у меня есть полезного, какие-то ссылки, документы и так далее. И первое, что мы здесь видим, это поиск по открытым базам данных, метрические книги. Также здесь у меня есть ссылки на открытые базы данных, поиск по которым в некотором роде есть на первой же вкладочке «Поиск по открытым базам данных». И марафон. Марафон — это мои видео, которые... Марафон — это у нас мои видео, которые я выкладываю в Инстаграме и на YouTube, и в которых много полезной информации, поэтому обязательно смотрите их. Вот. Но давайте покажу сразу поиск по открытым базам данных. Например, поищем моего прадедушку, Сысоев Юрий Алексеевич. Поиск. Итак, мы видим, что у нас нашелся Сысоев Юрий Алексеевич даже 2 раза, который мне нужен, потому что мой родился в 2017 году, как раз просмотрим остальных, нет, больше нету. И здесь есть 2 кнопки. Первая — это перейти на источник, это у нас открытый список, а это у нас бессмертный барак. Перейдем на источники, и если бы у нас уже был Сысоев Юрий Алексеевич в дереве, мы могли бы к нему сохранить эту запись. Вот. Ну, собственно, на источники мы перешли в новые вкладочки, и вот что мы видим. Об открытых источниках я рассказывала в предыдущем видео марафона, обязательно посмотрите и поищите ваших близких. Итак, теперь следующим шагом давайте создадим дерево уже и пройдемся по всему функционалу сайта. Моему дереву снова требуется ID, я назову его май, напишу «Моя семья». Сохранить. Дерево создано успешно, в этом дереве пока нет людей, и начнем добавлять
Первым добавляем себя. Так, тут еще обязательно место рождения и страна рождения. Продолжить. Маму я буду называть достаточно просто. Дашина мама. Продолжить. Папа. Дашин папа. Так, сохранить. Первые 3 человека в нашем дереве уже созданы. И создадим сейчас, допустим, дедушку. Выбираем дедушку и спишем папин папа. Допустим, он у нас уже умер, и поэтому у нас есть такие вот опции. Пусть это будет Владимир, а это вот так. Вот. У нас здесь появилась кнопочка, чтобы расширить список. Мы видим, что ободок у дедушки отличается от папиного, потому что дедушки уже нет в живых. Добавим еще и бабушку. Мы добавим ее как супругу дедушки. Так, напишем дедушкина супруга. Она у нас жива, сохранить. И вот здесь сейчас смотрите, у нас получилось так, что супруга дедушки создалась, но связи с отцом Даши у нее нет. Во-первых, смотрите, что какие у нас есть кнопки, да? Помимо добавления людей у нас есть еще 4 кнопки. Это связь, редактировать, детали и удалить. И удалить персону из дерева можно только в том случае, если у персоны нет родителей, либо нет детей. То есть он с одной или с другой стороны, он крайний. И в таком случае кнопочка удалить, она доступна. У, например, папы Даши этой кнопки нет. Давайте попробуем добавить супруге дедушки ребенка, папу Дашина. Итак, добавляем связь, и в дети добавляем папа Дашин. Здесь нужно быть очень осторожным, потому что это все сломать, само дерево сейчас очень легко, поэтому нужно внимательно сейчас нажать кнопку «Продолжить» и прочитать, какие изменения будут внесены. А будет внесено именно мать папы Дашина станет супруга дедушкина. То есть все, в принципе, верно. Сохраняем. И сейчас, если мы обновим наше дерево, то мы увидим, что папа Дашин стал ребенком их общим. Получилось. Так, теперь давайте что сделаем? Ну, в принципе, дерево мы создали. Теперь давайте добавим фотографию. У нас пока нет фотографии, мы можем добавить ее отсюда, прямо со странички фотографий. Можем добавить из дерева, например, здесь, зайти в детали человека. Мы здесь видим, что у нас есть история жизни некоторая, где у нас есть родился. Если мы добавим, например, даты, и пусть Даша у нас родилась в 94-м, так, а папа пусть родился у нас в 75-м. Так, сохраняем. И мы видим, что у нас все это отсортировалось по датам. Мы видим, что у нас папа родился в августе 75-го, а когда ему было 18 лет, у него родился ребенок. Так, теперь, что я хотела сделать? Я хотела добавить фотографию. Мы можем добавить ее отсюда, мы можем добавить ее здесь. Если мы хотим поменять именно аватар, мы могли это сделать при создании человека, да, либо же также в деталях. Вот, у меня, к сожалению, нет заготовок, поэтому я буду ставить логотипы на аватарке. Вот, мы поменяли сейчас аватарку, она изменилась в деталях, изменилась в дереве после загрузки. И мы видим, что она добавилась сюда. Здесь у нас да, и добавилась сюда. Мы можем добавить также еще и здесь фотографию, например, бабушка и дедушка напишем. И добавим
У меня есть вот такая вот заглушечка. И мы отметим, что это у нас дедушка. Так, а это у нас бабушка. Она у нас дедушкина супруга. Угу. Сохраняем, и сейчас в дереве мы увидим, что у дедушки и бабушки появилась эта фотография в списке фотографий. Так, теперь также можно и поступать с историями. Мы создадим сейчас историю, назовем ее Юрий Алексеевич, и сюда добавлю какую-то дату, например, 41 июнь 17. И сюда добавим вот эту информацию всю. Так, уберем жирный, уберем маркированный список, и мы можем здесь, выделяя текст, выбирать, как мы хотим его отформатировать. И в итоге вот так, допустим, да, сохраняем, и вот, в принципе, все, что мы отредактировали, мы видим здесь. Мы можем также сюда добавить фотографию, прикрепить к истории. И добавить участников этой истории. Итак, вот что мы видим теперь. И посмотрим. В разделе фотографии у нас появилась эта фотография, которую мы закрепили за историей. И также в дереве у участников этой истории мы видим, что эта история добавилась в их линию жизни. Что еще? Есть поиск по дереву. Например, я могу сюда написать супруга, и мы видим, что супруга дедушкина у нас здесь показывается. И также мы можем это все экспортировать, например, в PDF или в другой какой-то формат. И вот так вот это все будет выглядеть. Да, у нас у кого нет аватарочек, пока вот такие вот заглушки стоят. Вот, что еще? Вот здесь в правом углу, так как у меня нет фотографии, пока что там вот такой пустой клочок, но я обязательно это подправлю, буквально прямо сейчас. Вот, но при нажатии, в общем, сюда мы видим здесь профиль, и в профиле мы видим личную информацию пользователя, e-mail, с которым мы зарегистрировались, и также видим список деревьев. Мое дерево, которое я создала, мы можем его изменить, отредактировать, можем удалить, но здесь небольшая защита, чтобы это не сделать случайно, потому что восстановлению, конечно же, дерево подлежать не будет. Вот, можем создать новое дерево, так же, как и отсюда, но, к сожалению, мой тариф не позволяет использовать больше одного дерева, и да, здесь мы видим информацию о текущем положении дел, мы можем перейти на платный тариф, мы можем посмотреть также тарифы из нижнего меню, вот, и что еще, да, ну, в общем, все доступно здесь, и такое вот небольшое демо получилось. Надеюсь, что вам понравилось, потому что я на самом деле, конечно, очень волнуюсь, хотя первые пользователи уже есть, но все равно, когда об этом рассказываешь, и когда это твое детище, любимое, это очень трепетно этим делиться, поэтому я надеюсь, что вам понравилось, обязательно пишите, делитесь своими впечатлениями, и я думаю, что это одно из преимуществ моего продукта, что я здесь, чтобы сделать его еще лучше, и, конечно, любые ваши идеи, замечания, предложения, все я буду ждать с нетерпением на почту, либо в WhatsApp, куда хотите, в общем, пишите, и увидимся в следующем видео.
Спасибо вам большое за просмотр и до скорых встреч. Пока.